Глава 1091. Зал духовной пустоты. Хань Ли и остальные последовали за арктическим драконом. Старый карлик сделал несколько шагов вперед и пробормотал заклинание, а затем поразил котел синей печатью заклинаний. Огромный котел загудел и засветился ярким синим светом. Затем он быстро уменьшился до размера кулака и завис в воздухе. В области под котлом странным образом появилась черная дыра, обнажая кристаллическую лестницу, ведущую внизу. Арктический дракон приманил к себе маленький котел и, убрав его в рукав, стал спускаться вниз. Бай Мэнсинь и мужчина средних лет последовали за ним. Старуха и монах, переглянувшись взглядами, тоже последовали за ним. Хань Ли, прищурившись, посмотрел в дыру и отправился вниз с загадочной улыбкой на лице. Вскоре в темном коридоре загорелся свет. Каждый мог ясно видеть глубокий лед, который образовывал проход вокруг них. Свет исходил от лунных камней размером с яйцо, встроенных в стены, создавая сказочный облик. Спустившись примерно на 300 метров, они достигли конца лестницы, и проход начал выравниваться. Хотя эти трое культиваторов впервые были здесь, они не были особенно удивлены. Скорее, вели себя так, словно уже бывали здесь. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить трапезу, они, наконец, вышли из коридора в подземный зал. Он был создан из обычного нефрита и выглядел довольно старым по стилю. Но когда Хань Ли и компания осмотрели конец зала, они обнаружили огромные белокаменные ворота, высота которых достигала более 100 метров. От неизвестных древних узоров, слоев талисманных иероглифов и заклинаний ворота мерцали ярким светом. Но больше всего Хань Ли поразило появление группы из 7 культиваторов, которые стояли перед воротами. Все они были на стадии зарождающейся души, большинство из них на ранней стадии. Бай Яой стояла среди них, впереди всех. Хань Ли моргнул и неосознанно посмотрел на остальных. Трое, принадлежавшие к секте, выглядели спокойными, но монах и старуха бессознательно нахмурились, увидев это. «Господин даосист арктический дракон, это?» — спросил монах. Арктический дракон повернулся с улыбкой на лице. «Пожалуйста, не пугайтесь. Они старейшины нашего дворца. Их помощь потребуется для входа в высшую нефритовую пещеру в зале духовной пустоты. Чрезвычайно холодная ци в этом зале необходимо, чтобы увеличить мои шансы на успех». «Зал духовной пустоты?» — с тревогой спросил монах. Глаза старика загорелись, даже лицо Хань Ли дрогнуло. Мужчина средних лет в лазурной одежде улыбнулся и сказал: «Снаружи вы уже видели 3 зала духовной пустоты. Хотя они называются одинаково, у каждого своя особенность. Высшая нефритовая пещера — одна из них, и это настоящий вход в зал духовной пустоты. Кроме того, каждый из 3 залов ведет к подземному переходу». Хань Ли уже обратил внимание на этого человека. Хотя мастер арктический дракон не представил его, он знал, что человек в лазурном одеянии был другим старейшиной Северного ночного дворца, который культивировал ледяное пламя. Выглядел он довольно обычно, но на его лице было угрюмое выражение лица, когда он наблюдал за остальными. В этот момент Бай Яой и другие приветствовали их. Седовласый старик вышел из толпы старейшин и отдал честь арктическому дракону. «Великий старейшина, вы действительно решили открыть зал духовной пустоты. Разве это не нарушает наши законы? Хотя прошлые поколения открывали его, это было только на грани катастрофы. Кроме того, вы даже взяли с собой иностранных культиваторов, чтобы войти в высшую нефритовую пещеру. Это нечто беспрецедентное». Хань Ли был ошеломлен. Культиватор на средней стадии зарождающейся души осмелился так дерзко разговаривать с арктическим драконом, несмотря на их огромную разницу в культивации. Не только у Хань Ли, но и у старушки с монахом были удивления на лицах. Арктический дракон, словно ожидая этого, медленно произнес: «Старейшина Е, подумай. Хотя зал духовной пустоты является чем-то, что можно открыть только во время кризиса, прошлые поколения никогда не упоминали, что его нельзя открывать во время мира. Не говоря уже о том, что многие ученики уже сообщали о том, что группы демонов собираются возле нашего острова. Это подходящий повод, чтобы открыть зал. Более того, я не открываю 3 зала одновременно. Ты говоришь мне, что моей должности великого старейшины для этого недостаточно». Седовласый старик перевел взгляд на Хань Ли и компанию и непреклонно сказал: «Несмотря на это, зал духовной пустоты является запретной зоной нашей секты. Я чувствую себя неловко, потому что в него собираются войти 3 посторонних. Как старейшина дворца, я не согласен с этим». Услышав это, все 3 внутренне нахмурились. Старуха даже фыркнула, выражая свое недовольство. Арктический дракон спокойно ответил: «С сокровищем мастера младшего боевого брата у тебя есть возможность оспаривать мое решение. Но если я смогу победить более 2/3 старейшин секты, твое возражение будет отклонено».
Хань Ли поднял бровь при упоминании о сокровище мастера. Даже арктический дракон, казалось, сдерживался, к большому удивлению Хань Ли. Неужели сокровище мастера было божественным духовным сокровищем или его копией? В этом случае даже культиватор на средней стадии зарождающейся души мог сражаться с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Кроме того, у старика были связи с другой фракцией дворца, которая позволила ему бороться против арктического дракона. Сердце седовласого старика дрогнуло. Он поморщился, но сказал, сохраняя спокойствие: «Мне было интересно, почему младший боевой брат Цзин и другие остались снаружи. Вы планировали это с самого начала. В этом случае я не буду беспокоиться. Я надеюсь, что вы действительно сможете преодолеть свое узкое место. Я пойду патрулировать наверху и позабочусь, чтобы ни один демон не застал нас врасплох». Сказав это, старик большими шагами направился к проходу выше. Арктический дракон не стал его останавливать и просто взглянул на него, пока он уходил в одиночестве. «Младшие боевые братья, приготовьтесь открыть печать», — приказал мужчина средних лет в лазурной одежде. Старейшины Северного ночного дворца достали одинаковые нефритовые кулоны и отправил их в небо. Хань Ли был поражен, увидев нефритовые кулоны, но сохранил спокойное выражение на лице. Магический инструмент выглядел точно так же, как кулон, который он возвратил арктическому дракону, когда его 10 дней в павильоне скрытых писаний закончились. Он взглянул на старика, но ему еще предстояло вынуть подвеску. Под предводительством мужчины средних лет в лазурной одежде старейшины начали произносить заклинания, и вскоре их кулоны засверкали ярким светом, превращаясь в пульсирующие шары света. Под контролем заклинаний свет взлетел в воздух и вскоре конденсировался в радужного призрака. Призрак был стройной женщиной с расплывчатым лицом, но ее сияющие глаза были похожи на звезды на ночном небе. Как только появился призрак, культиваторы Северного ночного дворца поклонились ей с величайшим уважением, включая арктического дракона. Как только трое посторонних увидели это, они поняли, что женщина, скорее всего, была древним культиватором, основавшим секту. В противном случае они не были настолько почтительны к призраку. Но появление призрака стало шоком для Хань Ли. Он невольно задумался, что она каким-то образом связана с залом небесной пустоты в области моря рассеянных звезд. Он не сомневался, что они как-то связаны друг с другом. Кроме того, в обоих местах было небесное ледяное пламя. Так что вероятность этого была высока. Как только Хань Ли подумал об этом, культиваторы дворца заставили женщину медленно подплыть к каменным воротам. Как только призрак коснулся ворот, она взорвалась, рассеивая радужный свет, который исчез мгновение спустя. Талисманные иероглифы на огромных каменных воротах вскоре исчезли, превратившись в еле видимые и тусклые. Земля дрогнула, сотрясая зал, а затем сверху от ворот появилось много нефритовых кулонов, но все они тут же попадали на землю. Культиваторы Северного ночного дворца махали руками, пытаясь приманить нефритовый кулон в свои руки. Арктический дракон улыбнулся, увидев это. Он сделал несколько шагов вперед и коснулся рукой каменных ворот. Голубой туман пронесся мимо них, и лазурный ветер ударил в ворота, с легкостью открывая их. Прежде чем увидеть внутреннюю часть ворот, арктический дракон вышел из своего первоначального положения и строго крикнул: «Все, будьте осторожны!». Внезапно изнутри донесся оглушительный грохот и вопли бесчисленных зверей. Оттуда вырвался порыв ледяного ветра, накрыв инеем любую поверхность, с которой он соприкасался. Казалось, грохот создавала сама ледяная ци. Более слабые культиваторы были отброшены на метр назад. Те, кто был сильнее, смогли удержать свои позиции с помощью сокровищ. Белые ледяные ветры заполнили весь зал. Глава 1092. Формация замораживания души. Слой фиолетового пламени окутал тело Хань Ли, не давая ледяным ветрам приблизиться к нему. Ветры, казалось, таяли при соприкосновении с ним. В тот же момент Хань Ли перевел взгляд в сторону. Весь зал был покрыт льдом, но пользователи ледяного пламени не пострадали. Бай Мэнсинь защищала себя белым пламенем, а арктический дракон выпустил небесного ледяного пламени из маленького котла перед ним. Мужчина средних лет в лазурной одежде окутал себя черным пламенем, держа руки за спиной. Старуха в неизвестный момент времени вызвала желтую трость, создав перед собой облака желтого пламени. Монах в серой мантии хлопнул руками, создав зеленое пламя, которое окутало его тело, мерцая и блокируя ледяные ветра. Другие культиваторы были в состоянии блокировать ледяные ветры, но их барьеры и сокровища мерцали от натиска ледяных ветров. В мгновение Аквой внезапно прекратился, и ветер постепенно рассеялся, наполнив весь зал тишиной. Хань Ли сделал жест заклинания, и тело поглотило фиолетовое пламя.
Он посмотрел на каменные ворота и увидел бесчисленное количество ледяных столбов, воздвигнутые там почти как лабиринт. Его сердце дрогнуло, и он выпустил свое духовное чутье вперед. Вскоре после этого он почувствовал, что его духовное чутье стало вялым и тяжелым, что было признаком того, что на лабиринт были наложены особые духовные ограничения. Старая женщина и другие почувствовали то же самое и изменились в лицах. Арктический дракон глубоко вздохнул и повернулся к иностранным культиваторам с серьезным выражением на лице. «Господа даосисты, будьте осторожны. Я тоже в первый раз захожу в зал духовной пустоты. Хотя большинство ограничений находится под моим контролем, есть некоторые, которых я даже не могу коснуться. Пожалуйста, следуйте за мной со всей осторожностью, чтобы избежать каких-либо ограничений». Старуха равнодушно ответила: «Конечно. С какой бы стати нам безрассудно мчаться в запретную зону вашего дворца?» Хань Ли и монах в серой одежде не возражали. Арктический дракон с удовлетворением кивнул и объявил старейшинам Северного ночного дворца: процесс преодоления узкого места займет месяц в худшем случае, в лучшем случае меньше недели. Если демоны нападут на дворец в это время, действуйте в соответствии с нашими первоначальными планами. В случае непредвиденных обстоятельств, и если я не появлюсь в течение 2 месяцев, приведите в действие наши резервные планы. Да, великий старейшина. Группа культиваторов кивнула с торжественным тоном. Тогда мы пошли. Арктический дракон повернул и выпустил из рукава нефритовую пластину размером с кулак. Затем он поднял магический инструмент в своей руке и прошел через каменные ворота. Хань Ли и другие обладатели ледяного пламени последовали за ним. Как только все они вошли, арктический дракон сделал жест заклинаний и ударил по пластине печатью заклинаний. Вскоре после этого каменные ворота закрылись с грохотом, и на них снова загорелись талисманные символы. Старуха и монах в серой одежде при виде этого переглянулись между собой со странным выражением на лице. «Господа даосисты, не беспокойтесь», — объяснил арктический дракон, «хотя ворота трудно открыть снаружи, их легко открыть изнутри. Я закрыл их только для того, чтобы никто не беспокоил нас». Старухе и монаху нечего было возразить. Хань Ли же, казалось, вовсе не возражал. Пройдя вперед 30 метров, они приблизились к множеству ледяных столбов и были ослеплены их сверкающим видом. Арктический дракон спокойно предупредил: эти столпы высшего тысячелетнего льда были закалены древними культиваторами для создания формации замораживания души. Те, у кого нет подходящего магического инструмента, сразу же замерзают на входе. Ледяные ветры, с которыми мы столкнулись у входа, были ледяной ци, который накапливался в формации после запечатывания в течение 1000 лет. Даже обладателям ледяного пламени будет трудно преодолеть формацию. Когда старуха и монах услышали это, они посмотрели на столбы со следами сомнения в глазах. Хань Ли усмехнулся: «Господин даосист арктический дракон, не волнуйтесь. Мы не заинтересованы в проверке мощи формации». Арктический дракон улыбнулся, услышав это, и он взмахнул пластиной в руке в направлении столбов высшего тысячелетнего льда. Внезапно из пластины вырвался луч белого света и оставил свечение в местах, где лучи пересеклись. Затем ледяные столбы загорелись белым светом, создавая иллюзию прохода. С белым светом, продолжающим сиять от пластины формации, арктический дракон двинулся вперед. Остальные следовали за ним по пятам. Хань Ли шел позади группы, с любопытством оглядываясь вокруг. Столбы из высшего тысячелетнего льда были необычайно толстыми и выглядели так, как будто 2 человека могли обхватить их руками. При ближайшем рассмотрении на них можно рассмотреть тусклые талисманные иероглифы, которые бродили по их поверхности. Когда он подошел, чтобы рассмотреть их поближе, талисманные иероглифы внезапно исчезли. Это было действительно слишком таинственно. Подняв голову, он заметил густой ледяной туман примерно в 200 метров над ними. Он заслонял верхнюю половину ледяных столбов от глаз. Но было очевидно, что эти ледяные столбы содержали в себе ужасающее количество холодной энергии. Даже на расстоянии Юм уже можно было почувствовать следы ледяной ци, которую они испускали. Хотя она не могла сравниться с ледяным пламенем, она была за пределами того, на что была способна обычная холодная ци. Неудивительно, почему арктический дракон был настолько уверен в себе. Пока Хань Ли размышлял, группа прошла около километра. На протяжении всего пути ледяные столбы стояли ровным рядом по обе стороны. Несмотря на их внешнее спокойствие, для них это было шоком. Они шли примерно столько времени, сколько было нужно, чтобы выпить чашку чая, как впереди показался яркий свет, и они вышли из окружения ледяных столбов. Перед ними предстал алтарь, он был 60 метров в высоту и более 300 метров в ширину. Он был сделан из белого нефрита и сверкал синим светом. Рядом с ним были видны золотые двери высотой более 20 метров, покрытые сверкающими талисманными символами.
Казалось, они были каким-то запечатанным проходом. При виде этого арктический дракон обрадовал и убрал пластину из своих рук. Он направился большими шагами к алтарю и поднял руки. Когда он прижал руки к алтарю, синие искры покрыли слой небесного ледяного пламени. Пламя и световой барьер алтаря слились, заставляя барьер слегка дрожать. Вспыхнув ослепительным светом, барьер стал прозрачным. Произошел странный взрыв, и он превратился в кристалл и раскололся от того места, где арктический дракон использовал огонь, а затем исчез почти мгновенно. Фигура арктического дракона внезапно размылась, и он очутился на вершине алтаря. Хань Ли и компания обернулись полосками света и прибыли к арктическому дракону. В этот момент арктический дракон держал руки за спиной и смотрел на землю перед собой. Хань Ли проследил за его взглядом, вскоре обнаружив, что в центре алтаря находилась странная формация заклинаний. Кроме того, в центре была также огромная фигура, которая выглядела так же, как небесный котел. На мгновение Хань Ли изменился в лице. Арктический дракон случайно заметил это изменение на Хань Ли. Хотя теперь его лицо снова было спокойным, как раньше, арктический дракон все еще сосредоточил на нем свой взгляд и спросил: «Господин даосист Хань, ты уже видел подобные заклинания?» Сердце Хань Ли подпрыгнуло, и он ответил: «Да, я видел нечто подобное в древней пещерной резиденции, но, присмотревшись повнимательнее, я понял, что ошибся». «Вот как?» — с загадочной улыбкой сказал арктический дракон. Возможно, это было проявлением сомнения, но он больше не стал расспрашивать. Вместо этого он взмахнул рукавом, выпустив маленький котел, освещенный небесным ледяным пламенем. Он вращался в воздухе, пока не достиг уровня заклинания. Хань Ли сжал губы и невольно ахнул. Внимание других было полностью захвачено происходящим. Одной рукой арктический дракон сделал жест заклинания, а другой рукой взмахнул в направлении маленького котла. Раздался глухой взрыв, и котел тут же увеличился в размерах. Из него сразу же вспыхнуло голубое пламя, мгновенно покрывая каждый дюйм его поверхности, восстанавливая котел до его первоначального размера. В этот момент Бай Мэньсинь и мужчина средних лет в лазурном одеянии сделали шаг вперед и подняли руку, создавая бело-черное пламя, поразившее две стороны формации. Внезапно огромный грохот сотряс землю, и заклинание, активированное двумя огнями, вспыхнуло. Огромный котел в центре засиял ослепительно ярким светом. Постепенно сияние принимало форму синего котла. Оригинальный котел все это время плавал над формацией. Когда призрачный котел полностью появился, арктический дракон не дал ему упасть, полностью контролируя его. Синий свет дико вспыхнул и начал сливаться с котлом. В этот момент прогремел огромный взрыв. Арктический дракон внезапно пробормотал странное заклинание, и из котла вырвалось небесное ледяное пламя, словно вулкан, окутывая все заклинания. Когда формация и пламя соприкоснулись, вспыхнул ослепительный свет, и весь алтарь начало сильно трясти. От котла в центре на земле поползли трещины, постепенно расширяясь. Хань Ли и остальные парили в воздухе, наблюдая за происходящим внизу с благоговением. Огромный котел теперь был подвешен в воздухе в своем первоначальном месте. Белые лучи света слабо сияли из-под трещин вокруг него. Глава 1093. Пещера высшего нефрита. Глядя на трещину в алтаре, арктический дракон сказал с серьезным выражением лица: «Внутри находится самая большая скрытая комната зала духовной пустоты, пещера высшего нефрита. Несмотря на то, что она не очень большая, она существует с древних времен. Древние культиваторы использовали огромное количество магической силы, чтобы сформировать духовную вену в пещере высшего нефрита. Хотя высший нефрит и высший лед звучат примерно одинаково, между ним есть четкие различия. И если вы покинете этот зал, вы вряд ли найдете бесчисленное множество высших нефритов, даже если обыщете весь зал». Мужчина средних лет в лазурном одеянии, старейшина Ауян и Бай Мэньсинь взглянули на это с интересом. Монах в серой одежде уставился на трещины в алтаре и взволнованно сказал: «Конечно. Если бы ты не упомянул пещеру высшего нефрита раньше, мы вряд ли поверили, что ваша секта скрывает что-то столь ценное. Тысячелетний высший нефрит редко встречается в этом. Куска размером с кулак хватит, чтобы магическое сокровище получило способности ледяного элемента, позволяя ему использовать удивительную ледяную ци для создания атак. Это несопоставимо с высшим льдом». Старуха бросила взгляд на алтарь. Хань Ли молча улыбнулся, поглаживая гладкую поверхность маленького золотого меча, который он спрятал в своем рукаве.
Затем арктический дракон переключил свое внимание на Хань Ли и двух других иностранных культиваторов и сказал: «Я уже говорил об этом раньше с младшим боевым братом Ауянем и младшей боевой сестрой Бай, что вы будете вознаграждены кусочком тысячелетнего высшего нефрита в знак нашей благодарности, независимо от того, добьемся ли мы успеха». Правда. Даже смелая и отстраненная женщина не смогла скрыть радости, услышав его. Арктический дракон кивнул: «Это находится в моих полномочиях, как великого старейшины Северного ночного дворца». Радость появилась и на лице монаха. Тысячелетний высший нефрит был чрезвычайно редким материалом, который было невозможно найти ни на одном рынке, и ему не было цены. Если кому-то удавалось его найти, они обычно сливали его со своей магической силой, немедленно увеличивая ее на 1/5. Даже Хань Ли был тронут его щедростью. С таким вознаграждением всем троим будет стыдно, если они не сделают все возможное, когда придет время. Ну, хватит. Давайте войдем в пещеру высшего нефрита, сказал арктический дракон. Ледяная ци внутри очень мощная. Как только вы выйдете, приготовьте свое пламя, иначе вам будет трудно защитить себя. К счастью, в пещере есть область, которая может блокировать коррозию высшего нефрита от ледяной ци. Мы будем использовать это место для восстановления своей магической силы, иначе мы не сможем долго оставаться внутри. Вскоре после этого старик открыл рот и выплюнул ярко-синий огненный шар. Он превратился в большую огненную птицу над его головой. Сделав круг, она нырнула в тело старика. С криком птица исчезла, а слой синего пламени окутал тело старика. Сделав жест знак заклинания, он влетел в трещину. Бай Мэнсинь и другие выпустили свой собственный ледяной огонь и тоже полетели в трещину. Хань Ли посмотрел на 2 золотых ворота сбоку и на котел, плавающий над трещиной. Немного поколебавшись, ему, казалось, что-то пришло в голову, он молча улыбнулся и последовал в трещину, предварительно окутав себя слоем высшего фиолетового пламени. Как только он вошел, белый ледяной свет пронесся мимо него, треща при соприкосновении с высшим фиолетовым пламенем, защищавшим его. Казалось, они расходятся друг с другом, вызывая мерцание пламени. Хань Ли дрогнул. Без дальнейших размышлений он хлопнул в ладоши, вызвав больше огня, чтобы защитить себя и укрепить барьер. Теперь у него появилась возможность осмотреть окрестности. Пещера высшего нефрита была подземной пещерой. Поскольку пещера была создана из вены тысячелетнего высшего нефрита, внутри нее лежало бесчисленное количество его кусочков разного размера. Чрезвычайно редкий материал, в несколько раз более мощный, чем высший лед, сверкал ледяным светом, который падал с него и уплотнялся в тумане на дне. Когда Хань Ли приземлился, свет поразил его фиолетовое пламя, словно струя проливного дождя. В своей тревоге он почувствовал, что что-то не так. Видя, что остальная часть группы не обращала на него внимания, он мгновенно потянулся к ледяному свету и силой использовал свою магическую силу, чтобы схватить его кусочек в руку и сосредоточить вокруг себя фиолетовое пламя. Обычная ледяная ци не проявила бы каких-либо особенностей, но взглянув на нее глазами духовного прозрения, Хань Ли нахмурился, но вскоре на его лице появилось удивление. Глазами духовного прозрения Хань Ли смог увидеть следы его истинной формы. Поскольку фиолетовое пламя непрерывно искривлялось вокруг ледяного света, их взаимно сильный холод, казалось, противостоял друг другу. Что это? Эта ледяная ци выглядит почти разумной, с удивлением пробормотал Хань Ли. Ледяная ци атаковала сама по себе. Если бы кто-то контролировал ее большое количество и сконцентрировал ее в атаке, Хань Ли боялся, что даже его высшее фиолетовое пламя не сможет его заблокировать. Не успел он подумать об этом, как вдруг что-то вспомнил, и тут же сделал жест заклинания, вызвав пучок фиолетового пламени в руку. Когда этот пучок пламени вступил в контакт с белым ледяным светом, он был мгновенно поглощен. На его лице появилось странное выражение, в то время как восторг охватил его разум. Великий истинный инь-огонь был известен Серебряной Луне как один из 3 истинных духовных огней. Оно вполне было достойно своего названия. Несмотря на то, что это был всего лишь один пучок, его сила намного превосходила силу высшего фиолетового пламени. Когда он первоначально очистил пучок великого истинного иньского огня, он смог лишь временно слить его с небольшим количеством своего высшего фиолетового пламени. Если он действительно хотел полностью превратить высшее фиолетовое пламя в великий истинный иньский огонь, это заняло бы несколько десятков лет. В противном случае он бы уже сделал это. В конце концов, великий истинный иньский огонь уже обладал зачатком интеллекта. Это было более высокое существо по сравнению с другими видами ледяного пламени. Когда Хань Ли увидел, что нить великого истинного иньского пламени способна сдерживать ледяной свет пещеры, Хань Ли также почувствовал некоторое облегчение. Не успел он подумать об этом, он внезапно сжал руки за спиной и щелкнул пальцем, убрав пучок фиолетового пламени из поля зрения.
В тот момент, когда Хань Ли проводил свой эксперимент, старейшина Ауян, казалось, что-то почувствовал и посмотрел на Хань Ли со следом удивления. Сердце Хань Ли дрогнуло, но выражение его лица оставалось спокойным. Он небрежно спросил: «Господин даосист Ауян, что-то не так?» Старейшина Ауян взглянул на Хань Ли и на стены пещеры по обе стороны от него, не обнаружив ничего необычного. Он хорошо знал, что способности Хань Ли были исключительными, и поэтому дал быстрый и вежливый ответ: «Ничего. Мне просто было интересно, почему ты не последовал за нами?» Внутри зала духовной пустоты мощные ограничения на духовное чутье, так что это довольно неудобно. Хань Ли посмотрел вниз и увидел ледяной свет, проникающий сквозь его пламя, и ответил: «Хе-хе, ледяная ци в этой пещере довольно странная». Да, ледяная ци здесь не совсем обычна. Пещера существует с древних времен. После столь долгого существования ледяная ци, возможно, претерпела незначительные изменения. Черное пламя старейшины Ауяна также подверглось нападению ледяной ци, и послышались те же звуки, что и у Хань Ли. Хань Ли улыбнулся и собирался сказать что-то, как вдруг внезапно вскрикнул. Старейшина Ауян внезапно посмотрел вниз и увидел, что остальная часть группы уже вошла вглубь пещеры. Внизу разрушенный холм шириной в километр. Задержка ледяного света была в несколько раз более концентрированной, чем сверху. На краю холма находилась огненно-красная каменная комната с несколькими входами вокруг нее, которые выглядели почти пещерным образованием. На вершине каменного холма находился гигантский валун с конденсированной ледяной ци, окружающий его. Он был шириной 10 метров, а его поверхность была покрыта сверкающим ледяным инеем. Внимательно осмотрев его, Хань Ли обнаружил, что на поверхности огромного валуна находится кусок высшего нефрита размером с большой палец. Он сверкал ярким светом, демонстрируя, что он во много раз чище, чем осколки, которые он нашел у входа в пещеру. Подавив удивление, Хань Ли последовал за остальными и приземлился на землю. Взгляд арктического дракона был сосредоточен на валуне, как только он увидел его, и на его лице появилась радость. «Ха-ха, это здорово! Я изначально беспокоился о том, как я соберу ледяную ци в пещере. Я не ожидал, что будет естественная точка, где она концентрируется. Это сэкономит нам много сил». Провел арктический дракон, а затем поднял руку, выпустив в руку синий ледяной шип, ударив по белому свету нефрита. Клац! При ударе раздался металлический звон, после чего ледяной шип рассыпался в пыль. Неплохо, неплохо. Казалось, что арктический дракон становился все счастливее. Ах, да, вы все видели ту каменную комнату. Она сформирована из камня эссенции чистого солнца. Это единственная область, где нет ледяной ци. Мы можем сначала отдохнуть там, когда я объясню, какие действия запрещены в пещере. В противном случае вы навлечете на себя большие неприятности. Старуха, услышав его, постучала своей тростью по земле и спросила: «Большие неприятности? Что это значит, господин даосист арктический дракон?» Глава 1094. Иньский духовных лед и великий камень яньской эссенции. «Все довольно просто», — сказал старейшина Ауян с кривой улыбкой. «Помимо ледяной ци, в пещере высшего нефрита есть и другие вещи, на которые ты должен обратить внимание. Может показаться, что кусочки тысячелетнего высшего нефрита легко собрать, но, по правде говоря, каждый осколок в первоначальной вене сплавляется вместе, используя великую древнюю способность. Кроме того, пещера закалена воздействием ледяной ци в течение множества лет. Даже с особо мощные сокровища не смогут разрушить ее. Зачем еще нам оставлять такое большое количество высшего нефрита здесь? Если бы смогли полностью извлечь и превратить их в сокровища, наш дворец получил бы значительный прирост силы, что сделало бы нас сопоставимыми с сектами, подобными секте высшего процветания и секте небесного дьявола. Этим высшим нефритом нельзя завладеть». Старуха нахмурилась в недоумении. Мастер арктический дракон улыбнулся и сказал: «Если у мадам Лун возникли сомнения, пожалуйста, попробуй. Ты сама все узнаешь». «Это правда. Я должна попробовать». Волосы старухи задрожали, и она подняла свою трость, указывая на кусочек высшего нефрита размером с фасоль на скалах перед ней. Из верхней части трости вышла нить желтого света и ударила в нефрит. Раздался приглушенный взрыв, после которого нефрит вспыхнул ярким светом и потух. Старуха изменилась в лице, и вскоре выражение ее лица стало мрачным. Она взмахнула рукавом, взяв в руку простой лазурный молоток. Мгновенно взмахнув рукой, молот исчез, мелькнув в воздухе. Раздался мощный взрыв, после которого нефрит сверкнул лазурным светом. Когда свет погас, осталось только облако белого дыма. Женщина была ошеломлена увиденным.
Арктический дракон хихикнул, госпожа Лун не должна так удивляться. Даже если ты используешь более мощные сокровища, ты сможешь уничтожить только кусок нефрита. Ты не сможете извлечь его полностью. Лицо женщины стало мрачным, но она ничего не сказала. Стоящий в стороне монах в серой мантии сказал: «Господин даосист арктический дракон, в таком случае в вашей секте не может быть много глубокого нефрита. Я несколько озадачен щедрой наградой, которую ты нам предложил». Арктический дракон на мгновение замер, а затем рассмеялся. «Ха-ха, ты довольно наблюдательный, мастер Моцю. Хотя моя секта не может выкопать весь высший нефрит из этой пещеры, у нас секты есть способ добыть часть его. Младшая боевая сестра Бай, не могли бы ты дать ему несколько кусочков?» Бай Мэнсинь кивнула и хлопнула по сумке для хранения, вынув маленькую белую бутылочку к себе в руку. Пока остальные внимательно наблюдали, Бай Мэнсинь сделала несколько шагов к куче камней перед ней и проворно открыла бутылку. Используя свою магическую силу, она вытолкнула каплю угольно-черной жидкости на нефрит. Как только капля коснулась одного из кусочков высшего нефрита, она оставила след серой ци в его середине. Когда Хань Ли увидел жидкость, его спокойное лицо на мгновение изменилось, но его глаза не смогли скрыть его удивление. К счастью для него, остальные были полностью сосредоточены на тем, что происходило перед ними. Когда жидкость вступила в контакт с высшим нефритом, она исчезла из поля зрения. В мгновение слой серой ци покрыл высший нефрит, а затем на нем появилась трещина. От нефрита откололась часть, и Бай Мэнсинь тут же поймала ее. Старуха, монах и Хань Ли были в шоке от увиденного. Арктический дракон рассмеялся и объяснил: «Это сокровище, которое нам передал основатель дворца. Каждые 10 лет природная иньская ци конденсируется в одну каплю иньской воды, и только с помощью этой воды мы можем извлечь нефрит из пещеры в целости и сохранности. Таким образом, мы можем добывать только небольшое количество высшего нефрита каждую 1000 лет, когда открываем пещеру». «Вот как?» — воскликнул монах. Старуха посмотрела на тысячелетний высший нефрит, который окружал ее в пещере, со следами разочарования на лице. С другой стороны, сердце Хань Ли было глубоко потрясено увиденным. «Обо всем остальном давайте поговорим об этом в Великой Яньской комнате». Сказав это, арктический дракон направился к комнате из красного камня. Остальные последовали за ним. Подойдя поближе, они обнаружили, что камень был полупрозрачным и сиял красным светом. Он излучал жар, словно был сформирован из огненного духовного камня. Хань Ли подумал: великий камень яньской эссенции. Я никогда раньше не видел этот материал, но он похож на великую яньскую огненную эссенцию. Неужели между этими материалами есть что-то общее? Как ни назови, а он первый раз обнаружил след великой яньской огненной эссенции. Он должен был косвенно затронуть тему и посмотреть, знали ли культиваторы Северного ночного дворца что-нибудь о ней. Войдя в комнату, они обнаружили, что там полностью отсутствовала разрушительная ледяная ци, которая была снаружи. Получив новое укрытие, культиваторы расслабились, сняли ледяное пламя и заняли место на земле. Как только Хань Ли сел, монах посмотрел в сторону и улыбнулся. «Я не ожидал, что помимо тысячелетнего высшего нефрита, здесь будет еще и нечто такое, как великий камень яньской эссенции. Насколько мне известно, этот материал находится в глубине расплавленных пород. Кроме того, его нужно закаливать великой яньской огненной эссенцией. Как вашему дворцу удалось найти столько камня?» Арктический дракон сухо засмеялся. «Я не ожидал, что мастер Моцю окажется настолько осведомленным. Тем не менее, мы также не знаем, как более ранние поколения дворца смогли его приобрести. Следующие поколения дворца только выиграли от этого. Теперь давайте поговорим о других табу в пещере высшего нефрита. После этого я расскажу о процессе, который поможет мне прорваться через узкое место». Монах улыбнулся в ответ и больше ничего не сказал. От упоминания великой яньской огненной эссенции у Хань Ли загорелся интерес, но его настроение вскоре упало. Он мог только обратить свое внимание на то, что собирался сказать арктический дракон. Вверху, в огромном северном ночном дворце, на деревянном стуле сидела великолепная женщина средних лет. Рядом с ней сидели мужчина и женщина, Бай Яой и седовласый старик, старший надзиратель. Они оба смотрели на женщину со строгим выражением лица. «Хотите сказать, что великий старейшина открыл зал духовной пустоты и привел с собой 3 посторонних?» Спокойно спросила женщина средних лет. Ее голос был несколько хриплым, но в нем было очарование, которое ни с чем не перепутаешь. Бай Яой медленно ответила: «Госпожа, это правда». Однако он уже принял меры на случай непредвиденных обстоятельств. Старик фыркнул и обиженно сказал: «Какие меры на случай непредвиденных обстоятельств? Почему бы не сделать это, как мы всегда делали?»
Если они слишком могущественной и великой формации, будет недостаточно, чтобы справиться с ними, мы просто спрячем наших элитных учеников в зале духовной пустоты и заставим их скрывать себя в кармане другого измерения. Поскольку один из залов духовной пустоты занят, мы сможем спасти только треть наших учеников. «Не говори так», — строго сказала женщина среднего возраста. «Если старший боевой брат Арктический дракон добьется успеха, нам вообще будет незачем беспокоиться о вторжении демонов. Но на всякий случай младший боевой брат я должен следовать планам, которые оставил великий старейшина. Я также слышала, что на острове появились демоны ранга и что патрулирующие ученики на границе были убиты». «Верно», — сказал старик с серьезным выражением лица, — «появились метаморфизованные демоны. Кажется, они намерены стереть с лица земли нашу окраину, прежде чем вторгнуться во дворец. Это в основном соответствует их предыдущим вторжениям, но есть кое-что, что на этот раз отличается. Младший боевой брат Е, пожалуйста, объясни». Яркий блеск вспыхнул в глазах женщины. Немного поколебавшись, старик сказал: «По моим сведениям, к нам приближается не только движется ледяной феникс Ледяного моря, но и старый лазурный волк долины Тысячи демонов. Кажется, старый демон Чо тоже будет действовать». «Старый демон Чо? Невозможно». Спокойное выражение женщины в одно мгновение стало серьезным. «Старшая боевая сестра Лю, я тоже нахожу это невозможным», — вздохнул старик. «Однако есть сообщение от наших шпионов о том, что старый демон тоже участвует». Бай Яой покачала головой и с сомнением сказала: «Старый демон Чо — это демон, существовавший с древних времен. Неизвестно, как давно он вступил в стадию божественной трансформации. Если он действительно хотел напасть на нас, зачем ему ждать столько лет? Это может быть правдой, но, возможно, это также имеет какое-то отношение к событиям на горе Куню». Старик посмотрел на Бай Яой и сказал: «Я слышал, что появился не только предок высшего демона, но и демон из мира духов. Это были только слухи, распространяемые великими сектами. Кто знает, правдивы ли они?» Бай Яой напряженно нахмурилась, подумав: «Хотя я принимала участие в этом деле, мне пришлось рано отступить из-за моих травм. Брат Хань, однако, должен был остаться до самого конца. Он должен знать больше об этом». «Мужчина, которого ты пригласила в секту?» — спросила женщина средних лет. «Именно он», — кивнула Бай Яой. В мгновение женщина обрела спокойствие и равнодушно сказала: «Но независимо от того, что произошло, это ничего не меняет в отношении вторжения демонов. Старый демон Чо не может покинуть долину, поэтому, скорее всего, это будет его воплощение». Бай Яой и старик смутно понимали некоторые секреты, лежащие в основе культиваторов божественной трансформации, и почувствовали облегчение от уверенности в словах их старшей боевой сестры. Глава 1095. Стая демонов. Старик в серой одежде обеспокоенно сказал: «Если бы это было только воплощение старого демона, у нас мог бы быть шанс на победу. Мы полностью высвободили ледяную ци из ограничений острова и заблокировали доступ большинства обычных демонов. Только на демонов с ледяным элементом не работают эти ограничения». «Неважно», — сказала красивая женщина, — «демонами Ледяного моря придется расправляться с сокровищами, оставленными нашими предками. В конце концов, сокровища хранились в нашей секте в течение бесчисленного количества лет, так что однажды должны быть использованы. Нам нужно беспокоиться только о демонах 9-го ранга и выше». Бай Яой и старик неосознанно переглянулись между собой и все поняли. Старик улыбнулся: «Если бы госпожа не упомянула об этом, мы бы даже не вспомнили. С этим сокровищем демоны Ледяного моря нам не страшны. Жаль, что оно работает только на их демонических зверей более низкого уровня, иначе это было бы отличным орудием против демонов. Этого будет достаточно. Против огромного числа демонов шансы защитить себя невелики. Давайте используем это время на эвакуацию низкоранговых учеников и оставим только полезных учеников. Так мы уменьшим количество бессмысленных смертей». «Да, госпожа». С уважением кивнули и Бай Яой, и старик. В последующие дни спокойная секта была приведена в действие. Напряженная атмосфера от предстоящей войны, казалось, расцвела за одну ночь. Не только большинство формаций заклинаний и ограничений секты были активированы, но и низкоранговые ученики были эвакуированы из секты. Куда они делись, было неизвестно. Через 2 дня после того, как трое старейшин поговорили, Арктический дракон открыл глаза после медитации в комнате великого камня янской эссенции в пещере высшего нефрита. Он посмотрел на других культиваторов, которые медитировали в комнате, и медленно сказал: «Я ранее объяснил важные моменты и необходимые техники. С вашими талантами 2 дней должно быть более чем достаточно, чтобы вы могли понять, что делать.
С этими словами другие начали медленно открывать глаза. Монах улыбнулся: «У меня никаких проблем. Я уже закончила изучать его на полдня назад», — смело сказала старуха. «Я тоже закончил», — сказал Ханли. Бай Мэнсинь и мужчина средних лет в лазурной одежде сделали это заранее, конечно. «Раз вы все готовы, давайте начнем. Процесс преодоления моего узкого места может занять от нескольких дней до многих месяцев. Независимо от шансов на успех, я надеюсь, что вы сделаете все возможное до конца. По правде говоря, я несколько обеспокоен внешними обстоятельствами, поэтому я надеюсь, что все закончится как можно скорее», — с резким выражением сказал арктический дракон. Естественно, другие не возражали. После этого арктический дракон и старейшины дворца вытащили пачки флагов и пластин из своей сумки для хранения и начали их устанавливать в пещере, создавая несколько удивительных заклинаний. Хотя Ханли и другим не нужно было предпринимать какие-либо действия, они не хотели упускать возможность посмотреть на какие-либо секретные техники. Окутав себя ледяным пламенем, они вышли из комнаты и стали наблюдать за действиями культиваторов Северного ночного дворца. Спустя промежуток времени, за который можно выпить чашку чая, трое старейшин дворца закончили расставлять формации заклинаний. В результате было установлено 3 перекрывающихся формации заклинаний, расположенных на холме камней и в его центре. Они производили внушительное впечатление, сверкая талисманными иероглифами в воздухе. Арктический дракон то и дело размывался в воздухе, осматривая заклинания. Затем он повернулся и щелкнул пальцами. Он активировал дюжину заклинаний на формациях заклинаний, создавая дюжину облаков дыма, которые исчезли, как только появились. Все формации заклинаний начало выпускать низкие звуки и ярко мерцать. Казалось, это взволновало ледяную ци высшего нефрита, которая заполняла всю пещеру, заставляя ее брызгать, как вода в кипящем масле. Ледяная ци, сконцентрированная на большом валуне в центре холма, казалось, не пострадала. Парящий в воздухе арктический дракон огляделся вокруг и с довольным выражением лица: «Очень хорошо. Чем больше ледяной ци высшего нефрита, тем лучше, но сначала нам нужно стабилизировать ее. Это увеличит шансы на успех». В этот момент взгляд Ханли упал на холм камней и увидел, как из столба заклинаний появились 5 столбов света с огромным валуном в центре. Каждый из столбов засветился пурпурным, красным, белым, черным и желтым светом, принимая форму чистой духовной силы. Нити света непрерывно вытекали из каждой колонны, словно они были единым целым. Увидев активацию формации, Ханли полетел лазурной полоской к пурпурному столбу. Вскоре после этого свет потускнел, и Ханли упал на вершину колонны. Остальные 4 культиваторов последовали его примеру, и каждый из них полетел к своему столбу. Затем они, включая Ханли, переглянулись взглядами и сели. В соответствии с секретной техникой, которую ему дали, Ханли начал медленно распространять свою магическую силу и вызывать высшее фиолетовое пламя вокруг своего тела, постепенно добавляя ему мощности. Ханли вдруг вскрикнул и сделал другой жест рукой. Внезапно на руке появился шар фиолетового света и превратился в лотос 3-метрового размера, изящный и красивый. Ханли продолжал, мгновенно зажигая высшее фиолетовое пламя лотоса, заставляя его увеличиться в размерах. Брови Ханли удивленно зашевелились, когда он увидел это. Арктический дракон не упомянул, что формация заклинаний поднимет силу ледяного пламени до такой степени, поэтому это стало для него неожиданностью. Если бы он мог получить в руки технику этой формации, это могло бы оказаться очень полезным. Однако Ханли сразу заметил, что, когда высшее фиолетовое пламя вспыхнуло, скорость поглощения его магической силы значительно возросла. Казалось, что это был недостаток в увеличении силы ледяного пламени. Имея это в виду, он посмотрел на культиваторов ледяного пламени. Культиваторы сделали то же самое, производя светящиеся лотосы, такие же, как у него. Все они сидели перед ними и испытывали увеличение силы пламени. Затем взгляд Ханли переместился на ледяной шар, плавающий у стен пещеры. Там был скрыт пучок великого истинного инского огня, который медленно впитывал окружающую ледяную ци высшего нефрита. Это сложно было заметить. К счастью, у зала духовной пустоты были ограничения, иначе он не посмел бы выпустить пламя, поскольку оно было разумным. Пока Ханли наблюдал за великим истинным инским огнем, арктический дракон сказал: «Похоже, вы все выработали определенную степень контроля над своим ледяным пламенем. Вы должны быть в состоянии продержаться некоторое время. Я очень рад. Далее я войду в центр ледяной ци. Активируйте свое ледяное пламя, как было запланировано». После того, как он сказал это, небесное ледяное пламя, окружавшее его тело, зашевелилось и медленно спустилось на шар белой ледяной ци. Раздалась серия грохочущих звуков, и замерцало голубое пламя, вслед за которым последовал арктический дракон.
С помощью какого-то неизвестного метода небесное ледяное пламя и ледяная ци высшего нефрита не среагировали на контакт, в результате чего шар белого света засветился так, словно вышел из тела мастера арктического дракона, производя довольно резкое зрелище для созерцания. В этот момент мужчина средних лет в лазурном одеянии и Бай Мэнсинь хлопнули ладонями, и у каждого в руках появилась синяя пластинка. Они надавили на пластину несколько раз отработанными движениями, в результате чего окружающие заклинания образовали барьер радужного света, охватывая всех присутствующих культиваторов. Вскоре после этого за пределами барьера начал свирепствовать ураган, но он полностью скрыл его от глаз и заглушил его вой. В других областях пещеры вспыхнувшая ледяная ци медленно пришла в норму после появления шторма. Единственной неуместной вещью была нить алого пламени, скрывающаяся в углу, поскольку она поглощала ледяной свет, окружающий его. Время шло, а ураган продолжал реветь вокруг холма камней, и никаких других звуков, кроме завывания ветра, не было слышно. Неделю спустя демонические звери за пределами Северного ночного острова наконец-то появились. Они приближались с двух направлений, с материка и Ледяного моря. Демоническая ци и враждебные намерения заполнили воздух. Поблизости проживало несколько кланов и маленьких сект, но они, естественно, испугались и бежали прочь. Северный ночной дворец немедленно получил информацию о столь мощной надвигающейся опасности и тут же снял ограничения на небесную эссенцию иньской вены, вызвав массовое падение температуры, затопив остров суровой ледяной ци и метелями. Демоны с материка, в основном из долины тысячи демонов, уже были готовы к этому. На окраинах острова разместили низкоранговых демонических зверей в ожидании, когда запас ледяной ци будет исчерпан. Десятки демонических зверей, выше 6-го ранга, входили на остров группами. Большинство демонических зверей из Ледяного моря не боялись ледяной ци и метелей на Северном ночном острове, поэтому они отправили более 1000 демонов прямо в Северный ночной дворец. Северный ночной остров был не очень большим, но когда эти демонические звери вторглись, они словно растворили в самом снежном пейзаже. Но высокоранговые культиваторы дворца не собирались позволять действовать по своему усмотрению. Получив поддержку от своих заклинаний и ледяной ци острова, они немедленно отправились убивать демонических захватчиков.